Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційно YouTube-платформа 24 каналу. Пряма трансляція на нашому YouTube-порталі. Звичайно, четвер вечір. Це означає, що з нами в гостях у нас це політолог зі Сполучених Штатів Америки і екс-керівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. Господин Юнус, здравствуйте. Дякую за запрошення. Рад вас видеть в добром здравии. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине! Героям слава! Сразу попрошу наших зрителей быть активными, да, писать, спрашивать, ставить лайки, делиться нашим разговором. Ну и, господин Юнус, хотел бы поделить наш разговор на 3 таких блока. Это, конечно же, Владимир Зеленский, президент Украины. Он в Соединенных Штатах Америки будет выступать на Генеральной Ассамблее ООН. Уже известно, что выступит он 24 сентября. Уже в Белом доме официально сказали, что с Байденом встретится 26 числа. И Трамп сказал, что тоже якобы хочет увидеться с Зеленским. Конечно, вспомним о Ближнем Востоке, где там уже чуть Ливан не оглашает войну Израилю. Вы мне расскажете и зрителям, что это означает. Ну и, конечно же, Южный Кавказ. Потому что там и Антони Блинкен звонил и в Баку, и в Ереван. И меня еще интересует визит якобы оппозиционера с Армении в так называемую ДНР. Это тоже меня как-то немножко шок вызвало. Давайте по очереди. Сначала Владимир Зеленский, Соединенные Штаты Америки, план победы, который он везет, насколько Байден, Белый дом скажут «да», скажут зеленый свет этому плану. Но якобы они говорят, что уже о нем слышали, знают, и якобы говорят, что да, он рабочий. Да, эту фразу произнесла посол Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций. Потом это же повторил Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента. И, в общем, общий фон касательно этого плана победы Зеленского, как он называется, вроде бы позитивный. И обычно всегда, когда происходит какого-то типа политические мероприятия, встречи, события или анонсируется что-то, я имею в виду такая презентация, вот, всегда идет информационное сопровождение. Но одно дело это информационное сопровождение со стороны Украины организовано, да, это вполне естественно, потому что Украина это презентует. Другое дело ответная реакция со стороны тех, кому это будет презентоваться. И поэтому вот такое встречное позитивное движение со стороны официальных структур и на довольно высоком уровне, это очень хороший, так сказать, момент, на который обязательно стоит обратить внимание. Помимо этого, то, что уже сразу заявили о встрече с президентом Зеленским 3 человека, то есть действующий президент Джо Байден, действующий вице-президент и действующий кандидат в президента от Демократической партии Камала Харрис и действующий кандидат в президента от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Официально это уже подтверждено. Подтверждено, что первым встречается Джо Байден. Потом в Белом доме анонсирована встреча Камала Харрис. Именно, подчеркиваю, именно Байден встречается с президентом Зеленским в Белом доме, а не в Нью-Йорке. Вот, с Камалой Харрис также встреча запланирована в Белом доме, то есть в Вашингтоне. А с Дональдом Трампом, скорее всего, встреча пройдет в Нью-Йорке уже в рамках Генассамблеи ООН, ну, то есть там, где он будет находиться, да, вот, и я так понимаю, Трамп все-таки житель Нью-Йорка, вот, и у него там есть достаточно много возможностей на достаточно хорошем уровне в своей резиденции, да, так, может быть, даже в том же Трамп Тауэр принять президента Зеленского. И то, что это все 3 официально подтвердили, это подтвердила официально и Банковая в лице пресс-секретаря президента Украины. Это подтвердили и американские источники о том, что все 3 встречи анонсированы. Это очень хороший позитивный знак. И это успех украинской дипломатии, которая сумела сделать так, что 2 команды, которые, ну, можно сказать, в очень нелицеприятной обстановке, в условиях поляризации американского общества, понимают всю важность и значимость украинской тематики здесь, в американском внутриполитическом дискурсе, особенно через призму президентской кампании.
И по максимуму они хотят этим воспользоваться. Учитывая, что разная позиция у демократической партии и у республиканской, ну конкретно у республиканской, я имею в виду ту часть, которая поддерживает Дональда Трампа, потому что у республиканской партии неоднозначная позиция по поводу Украины, огромное количество видных деятелей республиканской партии, особенно и в Нижней палате в Конгрессе, и в Верхней палате в Сенате, настроены довольно позитивно по отношению к Украине, и поэтому далеко не случайно здесь, в Вашингтоне, президент Зеленский, им уже анонсирована встреча и с руководством Конгресса, как в Нижней палате, так и в Верхней палате. Вот, и это все очень правильно, это очень все хорошо. Надо в этой ситуации не вовлекаться во внутриполитические дрязги, а сделать так, чтобы, наоборот, все они в той или иной мере работали бы по тем нарративам, по той повестке дня, которая сегодня необходима в Украине. И в этой связи вот именно план президента Зеленского, он, как никогда, вовремя и довольно очень хорошей, благодатной атмосфере. В плане того, что любая отрицательная, негативная реакция на этот план будет использована одним из сторон друг против друга. Я в этом просто не сомневаюсь. И с другой стороны, я понимаю, что этот план не может быть такой большой, там, многотомный, там должно быть всего несколько конкретных пунктов. И в первую очередь военно-техническая поддержка Украины. Потому что если это план победы Украины, то план победы Украины, это значит, мы же слышали 1000 раз, как Украина видит свою победу. И она ни разу еще я не слышал ни из уст президента Зеленского или каких-то других представителей военно-политического руководства Украины, чтобы под сомнение была поставлена территориальная целостность и суверенитет самой Украины. Несмотря на то, что с 2014 года Украина подверглась агрессии и оккупации. Я имею в виду Крым, Донбасс. И вот после начала полномасштабной агрессии России 2,5 года к ней добавились еще некоторые другие территории Украины. Поэтому я думаю, что акцент вот этого плана победы Украины, в первую очередь, я так думаю, это военно-техническая поддержка, это вот то самое разрешение, уже публичное, и не просто разрешение бомбить дальнобойными ракетами вглубь территории России, но и многие другие моменты, которые очень серьезно должны будут воспринять в Кремле, чтобы не было никакой двусмысленности. Потому что вот эта самая двусмысленность и растянула эту войну на 2,5 года. Должна быть уже конкретика. И я хотел бы сам тоже посмотреть на реакцию как официального Белого дома, на реакцию отдельно Камалы Харрис, насколько она будет отличаться или пожестче будет от реакции Джо Байдена, то есть, или же она будет просто один к одному, как калька, повторять, то есть мы продолжаем эту. И очень важно посмотреть, что на эту тему скажет тот же Дональд Трамп, который в нынешней ситуации оказался в сложном положении, потому что он, конечно, при всех, если бы его спрашивали, он, конечно, с удовольствием и не встречался бы в этой ситуации, потому что одно дело, ты молчишь на эту тему, ничего не говоришь, а другое дело, приезжает сюда президент воюющей страны, он с тобой встречается, он дает тебе конкретное предложение, более того, он также выйдет в средства массовой информации, и он будет говорить. Вот. И не секрет, что президент Зеленский не тот человек, который будет молчать, если что-то будет сказано там во время этого против интересов национальной безопасности, суверенитета, территориальной целостности Украины. И это негативно отразится на, так сказать, предвыборной риторике того же Дональда Трампа, который до этого очень много говорил. Сейчас в последнее время он старается молчать на эту тему, но он дал вперед своего кандидата в вице-президента Джей Ди Венса, который несет полнейшую антиукраинскую ахинею на эту тему, да и не скрывает. Но он же не может на свою голову так говорить. Этот пацан, ему 40 лет, как бы он не разбирался бы в большой политике, был случайный человек, только недавно появился там благодаря Трампу, но ему все это пишут, и наверняка с ним работают, и наверняка это линия, которая соответствует той линии, которая сегодня устраивает того же Дональда Трампа. То есть его видение
того, как он видит российско-украинскую войну, ближневосточный вот этот кризис и все остальное, все, что творится на планете. Да, потому что Джей Ди Венс, понятное дело, это не самостоятельная фигура, это человек, который просто Трамп избрал для того, чтобы это был молодежный клон самого Трампа. Вот. И поэтому очень важно посмотреть, как пройдет эта встреча, какие будут там сделаны акценты в публичной сфере. И это, я думаю, Украина и украинская команда во главе с президентом Зеленским должны по максимуму использовать спекулятивность украинской темы, как со стороны администрации. Поэтому здесь очень важно грамотно разыграть так, чтобы эта вишенка на торте, озвучение и разрешение публичное на то, чтобы в целях международного права и в целях защиты суверенитета, территориальной целостности обезопасить территорию Украины, Соединенные Штаты Америки дают официальное разрешение на применение дальнобойных ракет вглубь территории России. И я думаю, именно Украина и согласовала этот вопрос с американцами в том числе, поэтому как будто бы информационное сопровождение этой всей тематики подводит к этой встрече. Потому что если это не будет озвучено, это будет большая ошибка со стороны демократов. Потому что они могут это сделать, и Байден, и Камала Харрис могут в этой ситуации заработать большие дивиденды, потому что это в руках у исполнительной власти. Законодательная власть к этому не имеет никакого отношения. И кандидат в президента Дональд Трамп, он также не имеет никаких рычагов влияния. Поэтому это решение может усилить. Потому что на Ближневосточном фронте, как мы видим, существенных успехов пока нынешняя администрация не добилась. И вот то, что вы 3 блока сегодняшней беседы вот так очертили, это правильный подход, вот в принципе, да. Я вас за это благодарю. Сразу видно, что вы готовились к передаче, и вы держите руку на пульсе того, что происходит, потому что то, что произошло на Ближнем Востоке, и то, что Энтони Блинкен звонил 3 дня назад сначала премьер-министру Армении Пашиняну, а потом звонил президенту Азербайджана позавчера, это тоже говорит о том, что именно на Ближневосточном тематике и на Южном Кавказе нынешняя администрация, так же как на российско-украинском фронте, в срочном порядке за эти 2 месяца хочет добиться определенных успехов, которые они могли бы преподнести избирателям. Потому что, как вы знаете, каденция Джо Байдена началась с позорного бегства с Афганистана, на что регулярно обращают внимание как лично Дональд Трамп, так и все республиканцы. И если начать с этого момента и завершить нынешней войной, почти 4 года то, что происходит, каденция президента Байдена, никаких внешнеполитических успехов у нынешней администрации нет, чем они могли похвастаться. Поэтому им нужен очень срочный успех. И я так думаю, президент Зеленский может использовать это со своей колокольни, со своей точки зрения, со своей повестки дня. У американцев тоже есть шанс использовать этот приезд для того, чтобы усилить, немножко уйти вперед от республиканцев, особенно в неопределившихся штатах, где сегодня украинская тема довольно спекулятивна, особенно в этих неопределившихся штатах. Поэтому в последнее время в этих штатах в средствах массовой информации очень много украинской тематики, потому что там, в этих штатах, очень много как этнических украинцев проживает, и в основном население этих штатов, оно довольно лояльно к Украине, и оно поддерживает в массе своей Украину, то есть уровень поддержки Украины там 70-80%. И поэтому очень важно позиция тех или иных кандидатов по этой тематике. И если они хотят победить, значит, они должны как-то проявиться. Да? И приезд президента Зеленского – это очень выгодный и удобный случай для этого. Посмотрим, как это будет происходить. Я думаю, к нашей следующей встрече уже кое-что будет уже известно. Да, господин Юнус, я хотел бы еще остановиться на вопросе разрешения использовать западное оружие. Я так понимаю, что это тоже будет главный вопрос, о котором Зеленский будет говорить с Белым домом, с Джо Байденом. Прозвучали, конечно, и от бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и еще 5 министров бывших. Они сказали следующее, что они за то, чтобы Украина, ВСУ имели возможность использовать полностью оружие по территории Российской Федерации. Но Европарламент тоже проголосовал, резолюция. Будет зеленый свет, не будет зеленого света, как вы считаете? И вот еще один нюанс. Великобритания якобы хочет разрешить использовать Storm Shadow, но нужно ли ждать разрешения со стороны Соединенных Штатов Америки?
Вы знаете, вот если посмотреть по картинке за последнюю неделю, да, то есть с момента приезда Блинкена и министра обороны Великобритании к вам в Киев, после этого через 2 дня встреча Байдена и Стармера здесь, в Вашингтоне. Ну вот, и вот все эти разговоры, которые вы сейчас озвучили, включая то, что сказал и Борис Джонсон, и вот это письмо Джонсона и 5 бывших министров обороны Великобритании, который представляет весь политический спектр Великобритании, говорит о том, что как будто бы англосаксы склоняются к тому, чтобы доминировала здесь Великобритания в этой тематике, да, в дальнобойных ракетах. То есть большой разницы по большому счету для Украины не должно быть. Это Storm Shadow или Атакамс. Но главное, чтобы это решение было озвучено в публичной плоскости. И судя по тому, что вот я вижу это информационное сопровождение такое позитивное, вот, и все понимают, что наверняка это подводит к тому, чтобы это было озвучено на встрече Байден и президент Зеленский. Потому что если это будет озвучено именно на этой встрече, и после этого будет встреча Камалы Харрис с тем же президентом Зеленским, и где эта тема также будет усиленно озвучена, хотел бы я посмотреть тогда на встречу Дональда Трампа с президентом Зеленским, как он на это прореагирует, когда вдруг его журналисты также спросят на эту тему, как он к этому относится. Он же не сможет сказать, что я плохо к этому отношусь, потому что если это то, что просит президент Зеленский с тобой встречаться будет, посмотрим, о чем вы будете говорить. Поэтому это тоже довольно спекулятивная тема. И раз вот так идет вот такое информационное сопровождение, и довольно позитивное, я думаю, 24 числа мы очень много интересного увидим в публичной плоскости. Давайте подождем еще неделю. И с вами проговорим в следующей неделе. Господин Инус, конечно же, и Ближний Восток, то, что сейчас происходит, вот Израиль наносит новые удары по Хезболле в Ливане, и лидер Хезболлы Хасан Насралла говорит, что это уже якобы пересечены все красные линии, и это фактически объявление войны. Ну и, конечно, вспомним и пейджеры, и другие бытовые предметы, приборы в Ливане, которые взрываются. Что это за операция? И следует, если мы говорим, да, меня же интересует Украина, как это повлияет на войну России в Украине? Потому что я так понимаю, что Соединенные Штаты Америки хотят контролировать все эскалации. И вот эта эскалация, она повлияет на войну России в Украине? Нет, эта война сильно не повлияет на войну России в Украине, потому что она не выйдет из берегов, потому что она контролируемая эскалация, потому что здесь в первую очередь надо вспомнить убийство Исмаила Хании. По сегодняшний день никто публично, я имею в виду ни США, ни Израиль, на эту тему не высказывались. То, что произошло с этими пейджерами, точно так, ни США, ни Израиль на эту тему не высказывались. Ну, тут понятное дело, откуда это ноги здесь могут расти, да, и многие эксперты не сомневаются, что это сделано именно со стороны или этих двух стран, или спецслужб этих стран, или же близких к этим странам структур, которые это сделали. Тут просто возникает вопрос, а почему это делается? И когда мы начинаем понимать, что вот контролируемая эскалация, да, политика вот нынешней администрации, она четко, хотя она была не только политика нынешней администрации, это политика Соединенных Штатов Америки, если взять там за последние 30 лет, да, я просто беру 30 лет, я не беру, глубоко не ухожу, да, американцы всегда старались контролировать вот такого типа конфликты, и что присутствует. Это касалось и Карабаха, это касалось и Абхазии, Цхинвальского региона, это касалось и Приднестровья, это касалось и 2014 год, Крым и Донбасс, если вы помните, потому что контролируемая эскалация, да, и в результате этого они могут влиять на Азербайджан, на Армению, вот, на Молдову, потом на Грузию с той же Россией, на Молдову с той же Россией, и вот сейчас на Украину с той же Россией. Да? Поэтому в этой ситуации это точно так же, как палестино-израильский конфликт. Это же было противостояние Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. И оно сейчас перешло в противостояние Вашингтона и Москвы. Если Вашингтон с Москвой договорились бы, давно эта тема была бы закрыта. Поэтому мы должны это понимать, откуда тут ноги растут в такого типа проблемах. Да? И когда ты это понимаешь, тогда ты смотришь на то, что здесь происходит в Америке, а здесь идет президентская кампания, и нынешняя администрация не хотела бы эскалации ни на одной из этих точек такой, чтобы она вышла бы из берегов. Как я давеча вам сказал, они хотели бы получить какие-то плюсы, чтобы это усилило бы их позиции перед избирателями.
И вот то, что Энтони Блинкен очень много времени провел на Ближнем Востоке последнее время, да, но не добился никаких успехов. И я так думаю, вот то, что убийство Исмаила Хани, это было месседж Ирану, чтобы в Иране те горячие головы, которые сегодня выступают за эскалацию, чтобы они понимали бы, что вы тут все на прицеле, включая духовного лидера Ирана. То есть, если мы можем это делать в центре Тегерана, в охраняемой зоне и ликвидировать одного из лидеров Хамас, вашего гостя, который приехал к вам туда на инаугурацию. Да? То есть, это понятное дело, это месседж. А почему? Будьте договороспособными. Ну вот, то же самое, что посылается сегодня Хезболле. То есть, будьте договороспособными и не влезайте, потому что если мы смогли сделать это, значит, мы сможем сделать еще что-то другое. А что они могут сделать что-то другое, сегодня мало кто может сегодня точно сказать. Но вот эти возможности, которые демонстрирует разведка, я напомню, а до этого, когда благодаря вообще машинам, роботу, был убит главный человек по ядерной программе. А я уже не говорю, как в центре города, да, когда его в центре Тегерана, если помните, машина стояла, и там, оказывается, не было ни людей, ничего, там был робот, там пулемет, все было через спутник, все контролировали, и машины, когда прошли, его просто расстреляли в упор. А потом эта машина взорвалась. Вот. То есть, насколько сегодня современные технологии и возможности, так сказать, спецслужб на Западе, которые пользуются этими технологиями, они намного сильнее возможностей, которые есть у того же Ирана, у того же Хезболла, у того же Хамас. Поэтому, естественно, это демонстрируется, я так думаю, да, это мое предположение, с точки зрения того, что не эскалируйте или же идите на договор. В первую очередь, я имею в виду, наверняка они имеют в виду, что вот то, что произошло 7 октября между Хамас, а вот я имею в виду террористический акт Хамас против Израиля, что привело к многотысячным жертвам среди мирного населения, потому что и тема газа сегодня влияет на выборы здесь в США и довольно усиливает антиизраильские настроения и в европейских странах. Поэтому есть, как здесь в США, также и в Европе есть, но особенно в США, сторонники Израиля, но есть огромное количество и политических сил, которые выступают против этого. Ну, позиция того же Дональда Трампа и Джо Байдена или Камал Харрис по этому вопросу, она очевидная, потому что Дональд Трамп однозначно поддерживает Израиль, а демократы стараются сыграть на двух стульях, то есть и на палестинской улице, и на израильской улице, но это, как вы видите, не удается. И, может быть, вот этот вариант, так сказать, предупреждения, то Ирану, то Хезболле, то Хамасу, тоже один из рычагов влияния на то, чтобы они бы, с одной стороны, не эскалировали, а с другой стороны, они бы поскорее бы нашли бы какой-то консенсус за эти 2 месяца, чтобы нынешняя администрация тоже могла бы использовать успех, то есть разрулить эту ситуацию, сказать, что мы сумели это тоже разрулить. Но учитывая, что в Израиле сегодня находится Беньямин Нетаньяху, который является ярым сторонником Дональда Трампа, и у них личные очень плохие отношения с командой Байдена и лично с самим Байденом. Вот. Это тоже не секрет о том, что Нетаньяху хотел бы удержаться, удержать эту ситуацию в том варианте, в каком она есть. И если есть возможность немножко даже ее проэскалировать, он не возражал бы, потому что именно эта ситуация дает ему возможность удерживаться пока в кресле, потому что в этой ситуации очень сложно менять премьер-министра, потому что это может привести к внутренней дестабилизации в самом Израиле, несмотря на то, что половина общества может выступать против Нетаньяху, но это было бы во вред вообще национальной безопасности Израиля, и это понимают и здесь в Соединенных Штатах Америки в том числе. И вот на таких тонких моментах и Нетаньяху также играет. Вы видели, и в Америку приезжает, и использует очень сильно фактор Трампа, фактор Конгресса, вот, и фактор еврейской тематики, еврейского лобби, финансовых структур, средств массовой информации, которые очень в массе своей произраильские. И таким образом давит на Белый дом, что Белый дом отправляет туда и эсминцы, и ядерную подводную лодку. Но и с другой стороны, Белый дом хотел бы, чтобы эта эскалация прекратилась бы, и израильские пленные заложники были бы освобождены, но и, так сказать,
эскалация, вот такая горячая фаза этого противостояния тоже бы прекратилась бы каким-нибудь мирным соглашением, даже хоть временным, на тот момент, пока эти выборы пройдут. Ну, удастся это или не удастся, мы это тоже будем наблюдать в ближайшие 2 месяца. Просто я хочу, чтобы вы понимали, американцы, в первую очередь нынешняя администрация, не хотела бы ни эскалации ни на российском, украинском фронте, ни на Ближнем Востоке. Просто есть определенное количество стран, сил, как внутри США, так и вне США, которые, наоборот, подходят совершенно по-другому, потому что любой неуспех нынешней администрации на Ближнем Востоке, на российско-украинском фронте, на Южном Кавказе, это я просто очертил эти 3 территории, раз уж вы заговорили об этих тематиках, да, это не на руку тем силам, которые в той или иной мере заинтересованы в успехе того или иного кандидата на этих выборах. Поэтому надо на это все смотреть через призму того, какие страны, как ведут себя в той или иной горячей точке, и тогда мы понимаем, на чьей они стороне в предвыборной кампании здесь в США. Да, господин Юнус, и вот так, если мы говорим уже о третьем вопросе нашего блока, вернее, третьем блоке нашего стрима, вот звонок Энтони Блинкена, то, что позвонил Энтони Блинкен сначала Пашиняну, потом президенту Азербайджана Алиеву. И сюда же хотел бы, конечно же, спросить вас, кто такой Андроник, если я правильно говорю, Теванян, он лидер оппозиционного блока «Армения, мать Армении», который какого-то черта приехал в так называемый ДНР и там встречался, показывал, и все российские СМИ, так называемые, показывали его визит. Что это такое вообще? Вы знаете, я вас благодарю за то, что вы поднимаете эту тему, потому что это очень важно, чтобы украинское информационное пространство понимало бы отношение того или иного общества, той или иной страны к тому, что происходит сегодня на российско-украинском фронте, к трагедии украинского народа и в той ситуации, в котором оказалась Украина и ее государственность. И, например, при всей сложности общественно-политической жизни в Азербайджане за последние 30 лет, я имею в виду со дня независимости, да, я и жил в Баку, я и работал в определенных структурах, как говорится, высших эшелонах власти. Я сейчас живу в Америке, отсюда тоже активно, вы видите, принимаю участие в том, что происходит у меня на родине. И могу вам сказать довольно откровенно, за все эти годы, особенно сегодня, тем более, особенно после 2014 года, когда произошла аннексия Крыма и началась бойня в Донбассе, плюс эти 2,5 года полномасштабной российской агрессии против вас, вот я вам официально, публично заявляю, вы не встретите в Азербайджане ни одного политического лидера, как бы он ни относился бы к власти, да, вот я вам сразу говорю. Однозначно вы никогда не увидите ни одного человека, который поедет вот в эти сепаратистские образования, типа ДНР, ЛНР там, или что-то. Вы не увидите такое касательно и Абхазии, вы не увидите такое касательно Цхинвальского региона, и вы не увидите такое касательно и Приднестровья. Вы не увидите ни одного азербайджанского политического лидера. Потому что у нас четкая позиция. Мы защищаем международное право. И мы хотим, чтобы другие также, говоря про Азербайджан, исходили бы из этой точки зрения, из этой позиции. Не только страны, дружественно относящиеся к Азербайджану и конкретно с постсоветского пространства, включая и Украину, но и по всему миру. Мы этого требуем и от США, мы этого требуем и от Франции, мы этого требуем и от России, мы это требуем от всего мира. Да? И в зависимости от того, как это происходит, мы и строим свои собственные отношения. Но если раньше у нас не было таких возможностей, мы только-только делали первые шаги, но за 30 лет своей независимости и после нашей победы во Второй Карабахской войне мы сумели сделать так, что с мнением Азербайджана уже считаются. Но опять же, повторюсь, вы не встретите ни одного политического лидера, депутата, артиста, кого бы то ни было, представителя азербайджанского общества, да, который вот сделает вот такого типа вояж вот в эти сепаратистские образования и будет это показывать, и это будет рекламировать. И это рекламируют, во-первых, в армянских средствах массовой информации, это рекламируют в российских средствах массовой информации. Это требует внимания украинской общественности в том числе, потому что очень много проходимцев, которые то так иногда проявляются. Я за эти 2,5 года их там поганой метлой огромное количество повыгонял, но иногда некоторые туда залетают. И когда кто-то говорит на эти темы, вот, или выступает с антиазербайджанскими
какими-то лозунгами, да вот позывайте их и задавайте им вопросом, а что это такое? И как такое может быть? Вы, с одной стороны, сидите и говорите, что вы поддерживаете Украину, и с другой стороны, вот это происходит, и это не вызывает никакого осуждения в армянском обществе, да? А это преподносится. А сегодня, помимо этого, параллельно с этим, у азербайджанской общественности сегодня вызывает последние сообщения. Вот, может быть, вы не обратили на это внимание или не слышали. Мы интересуемся этим, потому что для нас сегодня отношения с Францией довольно натянутые. Да? Они дошли почти до уровня плинтуса. И мы видим, что Франция под видом поддержки Украины и 70% того вооружения, которое она сегодня заказы расставляет в оборонном комплексе Франции, включая вот это ЦЗР, вот это все другие, все то вооружение, которое вам идет, 30% оно будет логистически проходить через Украину в сторону Армении. У меня вопрос ко всем украинцам и всем политическому руководству Украины, всем тем, кто занимается логистикой территории Украины. Вы в курсе дела, что у азербайджанской общественности есть вопросы к этому? То есть, я понимаю, на официальном уровне это будет, конечно, доведено и будут разговоры. Но вот поинтересуйтесь, очень много же у вас там журналистов, которые любят интересоваться таким вопросом. Поинтересуйтесь, что это такое, какие эти 30% оружия, каким образом эти заводы готовят, и как эта часть из них будет проходить через территорию Украины, а как она потом через территорию Украины окажется на той же Армении, в той же Армении, понимаете? А это все при всем при том, что в Армении находится Армения член ОДКБ, член Евразийского союза. Добавлю тут вам также сообщение американской разведки, спецслужб, которые вдруг выясняется, что за последние 2,5 года две страны, которые не имеют никакого выхода к океану, подчеркиваю, никакого выхода к океану, вдруг заинтересовались большими винтами для больших кораблей, да, для многотоннажных кораблей, для боевых кораблей, вот, которые бороздят океаны, да, и большие моря. И какие эти две страны, дорогой Игорь, поинтересовались бы? Я вам подскажу, это Киргизия и Армения. Посмотрите на карту и посмотрите, вы там видите океан вокруг этих стран? Понятия не имеют. А каким образом и вдруг эти винты проходят через эти страны, и потом, как вы сами понимаете, эти винты поступают на территорию Российской Федерации. И об этом американские спецслужбы пригрозили. И, естественно, эта тема как будто бы сейчас пресекается. Но на фоне этого те же западные структуры закрывают глаза на то, что сегодня Аверчук, вице-премьер Мишустин, вот заместитель Мишустина, Аверчук, выступил и сказал, что к концу этого года товарооборот с Арменией достигнет 16 миллиардов. Подчеркиваю, дорогой Игорь, 16 миллиардов. У Азербайджана нефтегазоносного 4 миллиарда всего. У Армении нет ни нефти, ни газа. Армения, посмотрите, где находится в тупике. И вдруг сегодня уже где-то около 8-9 миллиардов, на сегодня, вот на данный момент, на момент моей беседы с вами, да, за 2,5 года это дошло до такого уровня. К концу года Аверчук говорит, дойдет до этого. Так поинтересуйтесь, что это проходит через территорию Армении. И когда выясняется, что там золото, бриллианты, 90% российского вот всего этого, и помимо других моментов, это все проходит оттуда. Простой вопрос, а куда смотрят западные разведки, Брюссель, Вашингтон, Париж? Почему они ничего не говорят на эту тему той же Армении, да, в этой ситуации? Почему украинцы вообще на эту тему молчат? Вы понимаете, это все вопросы, очень важные вопросы, которые нужно озвучивать. Вот это я не просто таком, а вот пойдите, проверяйте, пойдите, поинтересуйтесь. Если я говорю неправду, значит, вы можете меня уличить. А если это правда, тогда почему вы молчите? Почему вы этим не интересуетесь? А когда какой-нибудь корабль отсюда что-то пойдет, или какой-то аферист сбросит какой-то нарратив против Сакара, и потом это несколько дней муссируется у вас в украинском информационном пространстве, а сегодня выясняется, что это личная просьба была Урсулы фон дер Ляйен и личная просьба президента Зеленского к президенту Азербайджана. Более того, Украина не хотела, она хотела закрыть это 2,5 года тому назад, вот я имею в виду прокачку российского газа, да, через Сунжу. Но это Европа настояла и попросила Украине это не делать. А Украина в нынешней ситуации, в которой она оказалась, зависимой от Евросоюза, она, естественно, вынуждена была пойти на вот этот, так скажем, безнравственный момент, да, потому что как это может быть, да? Газ оккупанта проходит через твою территорию, и оккупант зарабатывает на этом деньги, тебе перепадают какие-то деньги, оккупант 11 миллиардов, ты 1 миллиард,
в год, а Австрия, Словакия, Чехия и получают этот газ. Австрия вообще 60% этого газа. И сегодня они, опять же, понимая о том, что в декабре заканчивается эта тематика, просят Азербайджан компенсировать этот газ, чтобы не российский газ был туда, а именно азербайджанский. Пока переговоры, опять же, идут. Но сколько было шума и мусора на эту тему. А что же вы не шумите? Более того, это фейк. Это, опять же, совершенно неправильно поданная информация. Да? Азербайджану это даром не надо. Это просьба Евросоюза и Украины. И Азербайджан, если сможет, он поможет. Потому что у Азербайджана такого количества газа нету. Потому что азербайджанский газ на годы вперед уже задокументировано. Есть договора, да, с 10 странами того же Евросоюза. Было 8, добавилось и Словакия, и Хорватия. В том числе на первом месте Италия по получению азербайджанского газа. Это я к чему говорю, что у Азербайджана с Евросоюзом прекрасные отношения, подписано стратегическое партнерство, энергетическая безопасность, все это прекрасно. Но если такое что-то происходит, хоть разбирайтесь сначала. А вот то, что я вам говорю, вы даже не интересовались, вы даже не знали, поэтому я вас благодарю, дорогой Игорь, что вы подняли эту тему. Это очень важно, потому что когда сегодня кто-то начинает говорить о том, что Армения разворачивает в сторону Запада, я думаю, это что за маразм, это что за сказки, это для кого это рассказывается, это все. Потому что никуда она не идет. Более того, Пашинян ездит вот в этот БРИКС, в Казань также собрался туда, куда и Азербайджан собрался ехать, куда и Турция собирается ехать. То есть все едут туда, в Казань. Спрашивается, как он собирается разворачиваться на Запад, когда у него граница с Ираном, граница с Турцией охраняют российские пограничники, таможенники там стоят. Когда все железные дороги, весь бизнес завязан на России, и когда за эти 2,5 года золотой дождь сыпется на голову Пашиняна. Как вы думаете, любой политик в этой ситуации, он же сегодня сидит, и он почему-то держится, да, сегодня? Потому что он успешный с точки зрения экономики. На него золотой дождь. И этот золотой дождь посыпался 2,5 года тому назад. Почему украинские экономисты этим не интересуются? Пойдите по всем этим деньгам, да, посмотрите, что идет через территорию России. Я вот назвал вам 2 позиции, да, это винты, и я назвал это тоже золото. Но этого недостаточно там, в огромном количестве, который в конечном итоге потом, оказывается, доходит и до поля битвы между Россией и Украиной. Да. И почему-то я ничего такого не слышу. Во-первых, я не слышу это на Западе, этой тематики, да, и я этого не слышу в украинском информационном поле. Это то, что важные моменты, которые я хотел отметить. Теперь, что касается того, почему звонил Блинкен Пашиняну и президенту Азербайджана. Дело в том, что я уже давеча вам сказал, им нужен какой-то документ, какой-то успех на внешнем политическом фронте. И сегодня они очень надеются на то, что они сумеют додавить Азербайджан и Армению, чтобы подписали бы какую-нибудь просто бумагу. Да? Потому что мирного договора как такового не получится подписать, учитывая неконструктивную позицию Армении и жесткая позиция Азербайджана, который говорит, что мы никуда не торопимся, мирный договор должен включать в себе главные пункты. Их было 18 пунктов в мирном договоре, чтобы вы знали. Из этих 18 пунктов один пункт касательно вот Зангезурского коридора Азербайджан согласился в качестве жеста доброй воли взять отдельным кейсом. А вот эти 17 Азербайджан согласен подписать. Согласен был подписать. Так Армения что сделала? Армения взяла вот несколько дней назад до звонка Энтони Блинкена, отправила в Азербайджан и сказала, что мы готовы подписать эти 13 пунктов, которые мы согласовали. Это 80% мирного договора. А 4 пункта пока они спорные. Так, есть в международной практике, дорогой Игорь, положение. Если не согласован хотя бы один пункт, одна позиция, да, документ весь не согласован, он не принимается однозначно. Более того, надо поинтересоваться, что это за пункты. Так это самые главные позиции, по которым позиции сторон не совпадают. И самая первая из этих позиций, как вы знаете, это то, что Азербайджан требует изменения Конституции Армении, где черным по белому в преамбуле Декларации о независимости Армении указано, что Нагорный Карабах это является неотъемлемой частью Армении. Ну какой нормальный президент, политик подпишет документ с каким-то другим государством, где у него в Конституции написано черным по белому, что часть его территории принадлежит его стране.
То есть она не его. И он будет подписывать с этим государством документ какой-то. Завтра любой студент первого курса юридического факультета пойдет, подаст жалобу в Конституционный суд Армении, и любой конституционный суд, любой конституционный судья подтвердит, что неправомочность такого документа. Азербайджану это надо, Азербайджану нет. Поэтому Азербайджан сказал, что будет изменение в Конституцию, мы пойдем. Мы готовы пойти на подписание какой-то дорожной карты, какой-то декларации о том, что мы идем к мирному договору, но если там в этом документе будет прописано о том, что Армения обязуется поменять Конституцию и в Конституции указать четко то-то, то-то, то-то. То есть претензия Азербайджана по этому поводу. Кроме этого, одним из этих 4 пунктов также является важным, который Азербайджан требует, это то, что Азербайджан говорит, давайте мы с вами вместе обратимся в ОБСЕ и откажемся от Минской группы ОБСЕ. Потому что 30 лет этого конфликта существовала Минская группа ОБСЕ. И вот, конфликт закончился, конфликт уже прекратил свое существование. В эту Минскую группу входила Россия, Франция и Соединенные Штаты Америки. Все, конфликта больше нету. Суверенитет, территориальная целостность восстановлена. Зачем мы сегодня это делаем? Но мы должны оба обратиться, да, в ОБСЕ, как члены ОБСЕ. Так Армения отказывается это делать. И знаете почему? По той простой причине, они по сегодняшний день муссируют тему жителей Нагорного Карабаха, то есть которые оттуда добровольно ушли. То есть, когда они говорят геноцид, чистка, весь мир же видел, там не было никакого геноцида, не было никакой этнической чистки. В отличие от того, что было там 30 лет тому назад, когда из Зангезура выгоняли почти 300 тысяч азербайджанцев. И весь это же задокументировано, запротоколировано. И Азербайджан говорит однозначно, вы хотите, чтобы армяне вернулись туда? Ну, так сделайте, давайте паритетно, зеркально. Азербайджанцы должны вернуться в Зангезур. Они говорят нет. Азербайджанцы не могут вернуться в Зангезур. Это вопрос национальной безопасности Армении. Если возвращение азербайджанцев на территорию Армении в Зангезур – это вопрос национальной безопасности Армении, тогда почему возвращение этнических армян на территорию Азербайджана не должно быть вопросом национальной безопасности Азербайджана? Значит, и они не приезжают, и мы не едем туда. Но они же... Поэтому ОБСЕ хотят оставить Минскую группу и муссируют эту тему с утра до вечера. Я уже не говорю про другие моменты касательно и других вопросов, которые являются камнем преткновения. Да? Но в любом случае американцы давят. И если американцы надеются надавить на Азербайджан, то это без толку. Я не сомневаюсь, что Азербайджан не пойдет на подписание какого-то мирного договора без учета вот этих главных пунктов. В первую очередь, указания того, что Армения должна менять Конституцию. Он заявил о том, что он будет Конституцию менять в 2027 году. Если будешь менять в 2027 году, значит и подписание будет в 2027 году. Вот и все. Других вариантов здесь просто быть не может. А если вы хотите какую-то бумагу, значит, сделайте так, чтобы в бумаге было это четко прописано. А он просто не идет на это, знаете почему? Я вам объясню. Азербайджан, он хочет выждать время. Он хочет посмотреть, чем закончатся выборы в Соединенных Штатах Америки. Заметьте, да, как выборы в США влияют на вашу войну, выборы влияют на ближневосточный конфликт, и выборы влияют именно на взаимоотношения Азербайджана и Армении в Южном Кавказе. Тот же Пашинян ждет, чем закончатся эти выборы, потому что надежда на проармянское правительство Байдена в какой-то мере у них остается, потому что это самое проармянское правительство здесь, в Вашингтоне. Но несмотря на это, надо же было им включить мозги, чтобы понять, за эти 4 года это проармянское правительство Байдена не добилось никакой антиазербайджанской резолюции ни в Совете Безопасности ООН, ни через Конгресс они ничего не пропустили, ни в Евросоюзе ничего против Азербайджана не приняли. Если сегодня этого и вам не удалось, неужели вы думаете, в следующие 4 года, даже если Камала Харрис останется, вам это удастся? Это категорически не удастся. Это американцам также не нужно. Те же американцы, те же демократы сегодня давят на ту же Армению, на того же Пашиняна, говорит, нам нужен этот Зангезурский коридор, но без России. Россия говорит, нам нужен этот Зангезурский коридор, но без Запада. Мы там должны смотреть на эту территорию. А Иран с этой стороны говорит, нам вообще не нужен Зангезурский коридор по территории Армении. Зангезурский коридор должен проходить по территории Ирана, чтобы они сливки снимали бы. Да? Азербайджан молчит. Потому что Азербайджан не играет, то есть не присутствует вот в этом противостоянии. Да? То есть Армения молчит, потому что она не знает, что делать. Потому что, с одной стороны, Россия, с другой стороны, Иран. Это постоянные их союзники, которые на земле. И они хозяева этой территории. Пашинян ничего там сделать не может. А там ни Франции, ни Соединенных Штатов сегодня там нету. А Азербайджан решил свою проблему на своей территории. Вышел к границам, условной границе с Арменией. У нас там стоят войска. Азербайджан полностью готов
по всему периметру своих границ и с Ираном, и с Россией, и с Каспийского моря, со всех сторон. У нас граница закрыта по земле, чтобы вы знали. Проход в Азербайджан только по воздуху. Все невозможно по воздуху, как вы сами понимаете, легче контролировать. Особенно, когда такая большая граница, да, у тебя и с Ираном, и с той же Россией. И, с другой стороны, мы стоим на границе с Арменией. У нас нет проблемы Карабаха больше. У нас нет российских так называемых миротворцев. У нас нет этнических армян, которые изнутри могут как-то взорвать ситуацию. То есть мы проблему с нашей территорией перетащили на проблему, на территории Армении она находится. И она сегодня замкнулась в районе Замгизурского коридора. И там сегодня находятся наблюдатели Евросоюза, эти бывшие шпионы и разведчики нескольких стран. Там находятся, так сказать, и иранцы со своей разведкой. Там находятся российские войска. И туда недавно прилетели военно-транспортный самолет американцев под видом того, что учения какие-то проводили там. Не в таком большом количестве, но они советники. Они остались там, никуда не ушли. И сейчас вооружение там осталось. Это как пороховая бочка. Вы понимаете, вот в этой ситуации он говорит о том, что я буду тянуть, поэтому он отправляет Азербайджану такое, 4 пункта убирает, понимая о том, что Азербайджан не подпишет. И он говорит, мы готовы подписать, но Азербайджан, как вы видите, не хочет подписывать. Так ты расшифруй, да почему Азербайджан не хочет подписывать? Потому что ты убрал оттуда 4 пункта, и главное из этих пунктов это изменение в Конституции. И ты хочешь, чтобы Азербайджан подписал такой документ? Более того, они поднимают тему сегодня на этих самых всяких международных площадках. В первую очередь это делает вот эта Саманта Пауэр, коррупционерка. Вот Саманта Пауэр должна сидеть там рядом же с Менендесом. Вот Менендеса сейчас судят, и скоро будут судить и ту же Саманту Пауэр, которая получила взятку $1 миллион от Рубена Варданяна под видом премии какой-то в рамках «Авроры», да, где она в комитет ходит. И теперь это Саманта Пауэр, которая рвет рубашку за Украину якобы у вас на украинском информационном поле, она выдвигает Рубена Варданяна на соискание Нобелевской премии мира. Человека, который по локоть в крови бойни в Донбассе, который отмывал все эти деньги в Донбассе, который делал свой капитал с 2014 года именно в Донбассе. Это был кошельком того же Кремля, да. И это все знают. И в Америке знают, и во Франции знают, и во всем мире знают. Просто мне интересно, а это в Украине знают об этом или нет? Что когда Саманта Пауэр приезжает к вам, тоже с ней провести эту беседу, а спросить, да, какого черта ты этого жулика-проходимца, врага Украины сегодня выдвигаешь на Нобелевскую премию? Ему никто не даст и Нобелевскую премию. Я к чему говорю? Потому что он сидит в тюрьме сегодня в Азербайджане. И уже дела переданы в суд, и скоро будет суд над бывшими несколькими так называемыми президентами, премьер-министрами, министрами обороны, министрами иностранных дел, там, вот как они себя называли, и Варданяна в том числе. Нюрнбергский процесс будет. Вот как было во времена нацистской Германии, вот так же будет по ним Нюрнбергский процесс. И они сейчас давят на Азербайджан, что вот в Азербайджане через 2 месяца начнется КОП-29, вот эта Всемирная климатическая конференция, да, под эгидой ООН с 10 по 23 ноября. И они хотят, чтобы именно к этому времени и какая-то бумажка была между Азербайджаном и Арменией. И, может быть, этих проходимцев тоже оттуда освободили бы. Можете не сомневаться, дорогой Игорь. Никакой рычаг влияния на Азербайджан сегодня не действует, потому что и политическая конъюнктура на стороне Азербайджана, и самое главное, ахиллесова пята, которая была у нас, она вырвана из занозы. То есть, почему вот на вас влияют? Потому что часть вашей территории оккупирована. Потому что вы зависите во многом от этого Запада. И в финансовом плане тоже, и в военно-техническом плане в том числе. У Азербайджана этой зависимости сегодня нету. Азербайджан самодостаточный, у Азербайджана положительное сальдо, у Азербайджана достаточно хорошая подушка безопасности, финансовая, подчеркиваю. У Азербайджана, слава Аллаху, у нас есть и нефть, и газ. И Азербайджан так построил свою внешнюю политику за последние 20 лет, что мы сегодня сумели построить одну из сильнейших армий в этом регионе. И рядом с нами сегодня стоит вторая армия НАТО. И у нас рядом стоит ядерный Пакистан. То есть, если надо, есть ядерное оружие, если надо, есть вторая армия, есть 5-я графа, то есть, я имею в виду Шушинская декларация, и есть все военно-техническое оборудование, которое самое лучшее в мире, и часть из них, самое лучшее, есть у того же Израиля, это находится у Азербайджана. Я напомню, когда иранские войска собрались на границе Азербайджана, погрозили Азербайджану, да, если Азербайджан что-то не то сделает. И что сделал президент Азербайджана? Он взял беспилотник израильский, сел прямо на границе, прям, чтобы его фотографировали там, обнял вот этот беспилотник и пока все видели, что это сделано в Израиле. Да, то есть лишний раз вы кому грозите?
Если вы будете на Азербайджан грозиться, вы знаете, у Азербайджана есть страны. Заметьте, я когда назвал эти страны, там не было ни США, там не было ни Франции, там не было других стран НАТО и Евросоюза. А какие страны впишутся за ту же Армению в нынешней ситуации? Я не вижу ни одной страны. Я вижу в первую очередь, что из этих стран, которые сегодня реально хотят там играть, двое реально могут наказать Армению. И в первую очередь это Россия, на втором месте это Иран. И поэтому они сегодня, видите, как давят на Армению, и поэтому Пашинян, как миленький, летит сегодня в Казань. А кто-то в информационном поле Украины или где-то там на Западе хотят преподнести, что Армения взяла курс на Запад. И каким образом она может взять курс на Запад? Посмотрите на землю. Да? Посмотрите на ситуацию в той же Грузии. У Грузии выход к Черному морю хотя бы есть. И несмотря на то, что Грузия вышла к Черному морю, Грузия, посмотрите, с кем в стратегическом партнерстве? С Турцией, с Азербайджаном. И это намного важнее, стратегическое партнерство с Азербайджаном, чем с Францией там, или Соединенными Штатами Америки. Потому что они далеко. Да, Евросоюз для Грузии хорошо. Это Черное море и выход туда. И это выгодно и Азербайджану, и Турции. Но однозначно на земле. Здесь с кем Грузия соседствует? С Азербайджаном и с Турцией. Поэтому она использует это. А Армения сегодня во вражеских отношениях и с Азербайджаном, и с Турцией. Граница закрыта. Армения в тупике. Тут нет ни Франции, тут нет ни Соединенных Штатов Америки. И тут есть Россия, которая ими вообще еще не занималась. И я, когда регулярно говорю в эфире, и меня в Армении всегда слушают, очень слушают, не любя даже меня слушают, да, с утра до вечера. И мне очень важно, чтобы до них вот доводить эти месседжи. Вы забыли, какие у вас были попытки переворотов? Потому что Пашинян знает о том, что когда он делает лишнее телодвижение, происходит переворот. То, что происходило несколько раз. У них 2 переворота уже было. И перестрелка в парламенте у них происходила. В результате это второй переворот был. То есть они понимают, что и он также понимает, почему он, например, сам не идет на что-то. Ему легче получить дубинкой по голове, вот как это происходило в 44-дневной войной, в течение этих 4 лет после этого, что потом он сказал, ну, вы видите, я ничего не сделал против наших интересов, но это Азербайджан. Ему выгоднее, с одной стороны, получается, когда давать ему по мозгам кнутом. Да? И вот поэтому он сейчас ничего не делает. Он думает, что если он что-то сделает, такое, например, пойдет на, например, изменение Конституции. В результате внутри встанут вот все те, кто приезжает вот в Луганск, да, вот такого типа проходимцы. Выходят, и они начнут говорить о том, что он продает национальные интересы. Церковь станет армянская, потом диаспора станет в Европе и здесь в Соединенных Штатах Америки. И он это понимает. И поэтому он говорит, а тогда я что буду делать? Я ничего делать не буду, пускай идет все как идет. Посмотрим, как все закончится до конца года. Вот это та ситуация, которая сегодня взрывоопасная в Армении. Просто Азербайджан никуда не торопится. Если Армения выжидает, то мы вообще никуда не торопимся. Понимаете? Потому что мы свое все сделали. А американцы давят, потому что еще 2 месяца осталось. Им нужна какая-то бумага. Это я вам так в общих чертах все это нарисовал. И начал именно с того, чтобы внимательно этим интересовались бы. Потому что вот это все в той или иной мере, видите, вовлекает Соединенные Штаты Америки, нынешнюю администрацию. И они не менее активны у нас, так же, как и у вас. Просто наша тематика, может быть, немножко отошла от активной военной фазы, но эти же люди целый день там. Я вам дальше скажу еще вот маленький нюанс такой, да. Позавчера в Баку был Ричард Мур, директор Ми-6. Такие люди просто так не катаются. Это тот, который встречался недавно с Бернсом. Он приезжал в Баку. Да, он там публично, официально выступил в Азербайджанской дипломатической академии, прочитал лекцию, да, вот, где встречаются все уважаемые эксперты, политологи, политики со всего мира, да, там и президент Азербайджана регулярно собирает их и встречается. Но это не просто так. А если вспомнить о том, что за несколько дней до него приезжал заместитель Бернса, туда военная разведка, который руководитель военной разведки, также приезжал в Баку, задайтесь вопросом, что это вдруг? Что это вдруг туда зачастили? А я уже не говорю о том, что до этого и Шойгу приезжал, и вот то, что после этого и президент России приезжал, это значимость Азербайджана, вот этой географии, этой территории, вот эти все процессы, которые происходят. Тут и Израиль, и Иран, понимаете, тут и ближневосточная тематика. И тут очень многое, которое в той или иной мере, как вот вы меня спрашиваете, да, влияет это на украинскую тематику? Однозначно, потому что все эти игроки, задействованные на украинском фронте, они также задействованы именно здесь, на Южном Кавказе. Они также все задействованы и на Ближнем Востоке. Понимаете? Поэтому очень важно, где они могут договориться, а где они не договариваются. Точно так же, посмотрите, Россия
российско-турецкие отношения. Они же то же самое, вы заметите, да? В Сирии они как будто пока временно, но у них там очень непримиримые отношения, особенно в районе Идлиба. Посмотрите, какие у них отношения в Ливии, в том числе. Но там, где они могут договариваться, они договариваются. Здесь пока затишье, они временно не эскалируют эту ситуацию. Но это для них недоговариваемая территория. Они тут никогда не договорятся. Ни по Ливии, ни по Сирии. Россия с Турцией договориться здесь не смогут, однозначно. Или кто-то должен уступить в этой ситуации. Да? Поэтому точно так же и это происходит на тех территориях, и на Южном Кавказе, и на Ближнем Востоке, и на Российско-Украинском фронте. Они в одном месте могут договориться, а в другом месте могут бодаться. Поэтому это все взаимосвязанные процессы в условиях вот этой турбулентности, в условиях смены вот этой геополитической парадигмы. Просто очень важно держать эту тему всегда на поверхности, всегда этим интересоваться. И поэтому я вас, дорогой Игорь, за это благодарю, что я заметил, что вы регулярно эту тему в наших беседах держите. Это очень важно и вам, как для журналиста, для профессионала, для вашей профессиональной работы. И это очень важно для украинского информационного пространства, чтобы украинцы не становились бы заложников тех, или иных нарративов. И вот, например, если многим, может быть, не нравится, что я говорю, или я вот так наезжаю конкретно на ту же Армению, кто-то может быть сторонник Армении, кто-то может быть сторонник Франции или что-то, возьмите, проведите эти исследования, займитесь этим, посмотрите, правду Рамис Юнус говорит или нет касательно этих винтов, которые на корабли, военные корабли Российской Федерации идут, золото, бриллианты, которые 90% проходят через территорию Армении, товарооборот Армении и России в 3 раза увеличился. Поинтересуйтесь, знаете, все. Если это правда, простой вопрос. А почему вы этим не интересуетесь? Это разве не против Украины? Господин Юнус, большое спасибо. Ну и нет сейчас в этом мире отдельных вопросов, они все связаны, мы с вами об этом говорим. И вот в всех 3 направлениях, которые мы сегодня вспоминали, есть Соединенные Штаты Америки, где есть и наш интерес, и есть интерес Южного Кавказа, да, и Ближнего Востока. Поэтому мы проговариваем и будем проговаривать. И вам большое спасибо за то, что объясняете и поднимаете то, что не есть на поверхности, и то, что для наших зрителей неизвестно. Спасибо большое. Дякую. До побачення. Слава Україні. Героям слава! Нагадаю, з нами був політолог зі Сполучених Штатів Америки Раміс Юнус. Обов'язково підписуйтесь, звісно ж, ставте свої вподобайки, коментуйте і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. З вами ми побачимось в ефірі 24 каналу.